Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным, зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема. Назначение устройства генераторной установки. Прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы напомнить то, что данное видео является продолжением предыдущего видео, и чтобы понять сегодняшнее видео, нужно посмотреть предыдущее. Генераторная установка служит для питания потребителя при рабочем двигателе и поддержании постоянного напряжения в бортовой сети автомобиля. В генераторную установку входит первое – сам генератор, как вы можете увидеть на данном изображении. Второе – выпрямитель, в простонародье известен как диодный мост. На данном изображении изображен диодный мост с модели ВАЗ-2108-09-99. Третье – регулятор напряжения. Генераторы по принципу действия и устройства подразделяются на постоянный и переменный ток. Генератор по способу возбуждения бывает двух видов: с возбуждением от постоянных магнитов, с возбуждением электромагнитным возбуждением. Ну и подводя итоги сегодняшнего видео. На современных автомобилях применяют генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением. На авто марки ЗИЛ ГАЗ применяют генераторы марки Г250, на автобус Г266, КАМАЗ, МАЗ, Г271, легковые авто, например, тот же ВАЗ 37.01/37. Ну, на этом все, что я хотел рассказать, кратенько и основную информацию. Также попрошу вас не забывать обращать внимание на подсказки, которые периодически всплывают в видео в начале, в середине или в конце. Также не забывайте про лайки, комментарии, подписывайтесь, поставьте, пожалуйста, колокольчик. Также, если есть у кого-то какие-то вопросы, задавайте. Сейчас у меня, скажем так, не такая высокая интенсивность, так что можете спокойно писать комментарии, я постараюсь на них ответить. И рад был вам помочь. Всего доброго, до свидания.